Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. 1 апреля, друзья, и я уже вот очень долго обещаю, собираюсь, еще раз собираюсь показать, как я делаю хумус. Друзья, сразу скажу вам, я не профессионал, и здесь рецепт не будет какой-то говорящий о том, что его нужно придерживаться. Он истинный, он оригинальный, нет, нет и нет. Здесь просто будет обычное приготовление. Как он получится, я надеюсь, он должен выйти очень хорошо. Смотрите, что такое хумус, друзья, из чего его делают? А делают его из этого гороха, из семейства бобовых. Это называется нут, горох нут. Где-то его называют нахут, здесь нахут, здесь нахут. У нас в Израиле его просто называют горох хумус. Итак, размеры горошин. Ребят, тут очень и очень много сортов, потому что сам хумус, сам нут, он используется в очень большом ассортименте блюд. Даже в плов кладут разваренный нут. Поэтому здесь размер горошка, он, не знаю, пока что не могу ничего сказать. Я делаю из банки. Я делаю из готовой банки, которая куплена в Болгарии. По-моему, 2 с чем-то лева за сколько? За 500 грамм. Его не нужно ничего подготавливать, его не нужно варить. Можно было бы, конечно, взять обычный нут, горох невареный, замочить его на ночь, потом сварить, и он получится такой же. Пока что лень мне это было делать, поэтому будем делать из готовых ингредиентов. Итак, берем банку вот такого нута в собственном соку. Это раз. И обязательная паста тахини. Тахин на иврите это называется тхина. Эта паста делается из кунжута. Она супер полезна, друзья. И вообще тахини паста, она, во-первых, полезна для мужчин. Она очень помогает, она укрепляет жизнь мужскую. И ее можно просто так разбавлять, и получится просто соус тахини паста. Но для приготовления хумуса тахин обязателен, потому что мы его будем добавлять. И здесь я буду добавлять и для регуляции вкуса, который мне будет нравиться. Итак, нут нахут, паста тахини, пропорции позже. Что еще нам надо? Лимонный сок. Конечно, можно было выдавить из лимона, но чего-то лимона я забыл. Далее, петрушка. Отделил от стебельков. Не всегда кладут, друзья, петрушку. Это не обязательный компонент. Я буду пробовать. Потому что я хочу понять, что мне даст вкус петрушки в моем сегодняшнем продукте. Ребят, соль я не показываю, перец по вкусу. Можно положить острый перец вариаций. Очень много, но давайте вот просто сейчас мы сделаем. Итак, с чего я начинаю? Я буду перекладывать в блендер хумус из банки. Но воду я не выливаю, друзья. Водой я буду делать консистенцию. Консистенцию, может, неправильно. Вот. А потом уже регулировать вкус лимонным соком и черным перцем. Вперед за блендером. Так, друзья, вот смотрите. Я переложил из банки сюда на сито хумус, нут. Жидкость я оставляю. Что делаю сейчас? Я просто его закидываю в наш отличный блендер. Аккуратненько, чтобы ничего не упало. Мы его сюда сейчас ссыпаем. Напомню, он полностью сваренный. Делать ничего не нужно. Так. С этим закончили. Все. Тхина. Смотрите, друзья, обязательно тахини нужно размешивать, потому что внутри это концентрат. И он внутри густой, его надо хорошенько, очень хорошо размешать. Потому что внизу у него густота.
Ребят, не ленимся, размешиваем тахини хорошо. Так, доходим до низа. И теперь, друзья, самое важное, соблюсти правильную консистенцию. Положите мало, сэкономите тахини, вкусно не будет. Положите много, нерационально. Так, начинаем доливать. Где-то пока что я хочу треть банки. А потом будем пробовать. Окей. Есть. С этим все. Все пока что налили. Ну, пробуем. Так, как у нас включается наш ниндзя? На красную кнопку. Все. И нет, еще раз. Нет, не работает. Работает. Пока пульсирует. Видим, что мало, начинаем снимать, добавлять водичку. Добавляю водичку, потому что мало. Немножко воды из-под хумуса. Ребят, мы не спешим. Мы лучше будем медленнее это все делать, но нам нужна очень хорошая консистенция. Так, и снова тахини. Положил мало. Реально положил мало. Давайте еще. Давайте еще тхины. Так, есть, хватит. С этим все. Так. Доливаем еще мало. Мало. Так, маловато. Так, что у нас получается? Мало. Еще водички подольем. Еще водички подольем. И еще тхины подольем. И подольем еще тхины. Так, еще помешаем, ребят. Мешаем хорошо. Чтобы весь кайф поднялся снизу и был ровно. Скорее всего, уходит на такую банку хумуса, скорее всего, уходит где-то 2/3 вот такой банки тахини, 200 грамм. Но будем смотреть. Так. Соль, перец, все потом. Все потом. Проверяем. Так, что у нас? Нет еще. Так, лимонный сок. А теперь, друзья, пришло время лимонного сока. Все на глаз. Лимонный сок нам даст эту кислоту. Так, ну, наверное, пришло время добавлять перец черный. Крутим. Ребят, я не люблю такой мелкий порошок, потому что он дает... Ну, это не тот перец, поэтому лучше делать все ручками. Вот так крутить. Натурпродукт. Так, далее соль. Пока что все на глаз, потом регулируем, пробуем. Так, это есть. Вы знаете, думаю, еще тахини. Угу. И, наверное, еще водички. Все смотрим. Доведем до
Порядка. Так. Ялла. Проверяем. Так, что? Так, оп. Так, что у нас получается? Угу. Сейчас мы уравняем деревянной палочкой. Так, ну что у нас? Давайте попробуем. Угу. Уже что-то рядом. Снова лимонный сок. Так, соль. Вы знаете, чуть-чуть добавлю-ка я оливкового масла. Буквально пару капель добавлю оливкового масла сюда. Сделать немножко, ребятки. Оливковым маслом ничего не испортишь. Так, закрываем. Соль. Еще немножко соли. Так, соль есть. И вы знаете, положу все-таки я сюда чуть-чуть петрушечки. Оживлю, так сказать, за весеннюю я вот эту радость. Как и сказал, петрушка не обязательный компонент. Абсолютно. Так, ну может еще водички. Да. Я не хочу такую густую пасту, ребят. Я хочу, чтобы можно было булочкой хорошо мазать. И булочка не затыкалась в хумусе, а входила. Хорошо входила. Как должно входить. Так, поехали. Проверочка. О, мне это уже начинает нравиться. Вот это мне уже реально начинает нравиться. И пока что мы уравняем, снимем все с бочков. Ребят, я думаю, паста практически готова. Сейчас мы добьем, чтобы не было никаких маленьких кусочков. Сейчас надо дать Светочке попробовать, а то он их снимает. Ну что, дорогая, что еще? Соль надо? Тхину надо? Ты говори! Все нормально. Не надо ничего больше. Что, все? Да, соли достаточно. Сичку на ред? Лимона достаточно. Лимон, может, чуть-чуть, а? Нет, я не думаю. Надо еще хорошо перекрутить и все. Ялла. Может, еще немножко тхины? Нет, тхины Воды? здесь много. Каплю воды. Ну вот капельку последнюю, ё-моё. Чтобы врагам не оставить даже эту жидкость. Хотя курица все съедет. У нас, ребят, у нас производство безотходное. То, что не съедаем мы, съедают курицы. То, что не съедает курицы, съедает бамба. Ну, в сичку. В сичку. Так. О, вот она. Вот она консистенция, та, которая должна быть. Покажи ложкой. Вот, смотрите. Нями-нями.
Все. Супер. Ну, может, ты нам расскажешь на словах рецепт, чтобы люди А запомнили? рецепт я уже, дорогая моя, сказал в другом начальном видео. Вот. Приблизительно. Повторюсь. Итак, банка нута. Куда-то я пустую положил, неважно. 500 грамм. Далее. Тахини. Ну, здесь где-то 300 грамм, но осталось грамма 100. Значит, на 500 грамм вареного нута кладем 200 грамм пасты тахини, размешиваем очень хорошо. Все остальное, ребят, по вкусу. Добавляем лимонный сок, добавляем перец, добавляем, можно добавить чеснок. Тут, нет, ну чеснок я не добавляю. Опять же, вся регуляция по вашему вкусу. Острый перец хотите, у вас будет острый хумус. Ну, естественно, сахар здесь ничего не кладем. Приправы. Можно сюда, конечно, добавлять зиру. Любые приправы по вашему вкусу. Любые. Ну так. Ну, с этим закончили. Хумус готов. Спасибо.